Всем здорово! Привет! Нежданно-негаданно получилась поездка у нас в Москву, в Одинцово, к нашему семейному канадцу. Значит, у заказчика висели камеры, за которыми он наблюдал за строительством. Вот, и эти камеры у меня на мобильном телефоне отображались. То есть я следил за процессом, как тут сруб растет, как делается крыша. Вот, и в один прекрасный момент я понял, что надо срочно ехать снимать контент, так как уже с крышей, пусть и не до конца она у нас еще тут сделана в каких-то местах, где-то на террасе он еще не дозакрыто, вот, но уже вид был просто зашибенный. То есть упускать такой момент я не захотел. Вот, даже в этом и плюс, что где-то что-то недоделано. То есть мы сейчас залезем, Алексей нам подробно все расскажет, как все делается, утепляется, там зашивается, какие материалы используются. Погнали снимать. Погнали. Леша, расскажи, вот что нужно, да, для того, чтобы сделать вот такую красоту. Я так понимаю, что крыша довольно сложная, да? Да, крыша сложная, в ней много, помимо того, что разных уровней ярусов крыш, при этом очень много углов разных, от 44 градусов до 23-16 градусов. Ну, нужно терпение и опыт. Терпение — это ты про срок, сколько ты его делаешь, да? Да. Сколько уже делаете крышу? Мы заехали на этот объект 15 января. Но помимо крыши мы здесь сделали и стенки, и сделали пирог напольный 2-го этажа, практически весь. То есть сделали его ребята, начинали мы с крыши, но потом постепенно переключились, нас заказчик попросил, мы стенки начали делать. Но я вот с 25 января по сегодняшний день, сегодня 3 мая,
я каждый день исправно выхожу и делаю эту крышу. Что-то ты один остался, где команда? Ну, команда уже устала, и они вот буквально вчера уехали. Но мне по работе здесь осталось где-то на неделю работы. Ну, короче, доделок еще много, а ты основу уже всю заканчиваешь, я так понял. Да, да. Доделки тут есть, но в основном это доделки не касающие... Ну, это уже отделка, да? Да. Отделка. Так Да, сказать. отделка. То есть мы создали каркасы, мы утеплили произоляционный, ну, то есть весь пирог мы приготовили. Осталось с внешней стороны шинделем обшить, ну, либо пластиковым, либо деревянным, это уже как заказчик захочет. Ну, а внутри провести коммуникации, потом уже фанерой и напольным покрытием с внутренней отделкой гипсокартона по стенкам. Вот. А по крыше осталось, на верхней части крыши мне коньков, там, по-моему, 3 или 4 конька сделать. Ну, вот этот скат сделать, входную группу скат сделать. И там прибить капельник на гаражном скате. Вот, в принципе, как бы работа на неделю. Вот так. Ну, с чего начинается крыша? С чего начинается крыша? В любом срубе, прежде всего, она начинается с отбивки высот. То есть, чем сложнее крыша, тем... Ну, высоты должны быть выдержаны уже рубщиками, или же ты, допустим, сам там потом это все подпиливаешь, подгоняешь что-то там? В основном высоты мы от трубщиков просим, чтобы высота у них варьировалась с левого крыла от правого. И также в этих плоскостях, ну в длинах вернее, чтобы она варьировалась плюс-минус там 4-5 сантиметров. Но в любом случае все равно высоты мы сами потом пробиваем. Чем более равномерная высота у нас, тем меньше мы спиливаем коньковых бревен, тем меньше мы спиливаем урлатных бревен и слеговых. То есть вот чем лучше качественный сруб сделан, тем легче потом кровельщикам, меньше затрат на то, чтобы спиливать пласти вот этих всех составляющих. Ну здесь, как считаешь, более-менее было? Да, здесь все хорошо было. Здесь все хорошо было. Спасибо. Да, но когда мы зашли на эту крышу, прежде всего мы начинаем выставлять, обносить дом лесами. Так как у нас здесь... Слушай, а я перебью тебя, вот, а проект, как ты думаешь, вот, вот не было бы у тебя проекта, да, скажем, ты бы взялся бы за такую крышу? Там сам бы что-нибудь начал чертить, еще что-то? Или ты все-таки добился, чтобы тебе сделали грамотный проект и со всеми скатами, там, развертки все? Вот смотри, для меня главное, чтобы у меня были изначально длины всех скатов крыши. Вот для меня это самое главное. А ветровые части, то есть где заканчивается крыша, задают рубщики. Вот у нас там есть бревно, дальше мы его не уходим. Вот у нас на маленькой крыше есть бревно, дальше его мы тоже стропилу не выставляем. Без согласования, конечно, с заказчиком. Если он захотел, чтобы там побольше как бы от торца бревна была крыша подальше, мы это сделаем. Но сам факт, ну вот, что для меня нужно, это длина стропильной ноги. Все остальное как бы возможно сделать. Но при этом должен быть еще рисунок. В нашем случае у нас... Ваш проектировщик сделал крышу, и мы ее как бы делали с небольшими изменениями в этой крыше. То есть мы вот здесь сделали рез. То есть у нас здесь крыша получается не просто прямая, а она с вырезом. Сделали это специально для того, чтобы у нас, так как здесь 2 балкона на этой части, да, чтобы у нас на балкон вода не лилась, мы выдвинули чуть-чуть крышу. И на входной группе мы ее чуть-чуть удлинили. Ну и так, и по длине ската мы ее удлинили, чтобы она более смотрелась красиво, на 40 сантиметров. Ну скажи, проект же тоже влияет на расчет, да? То есть тебе надо кровельное покрытие посчитать. Конечно, там, конечно. Все. Ну, ты же спросил, смог ли я бы сделать. Я бы, наверное, смог, но вот, как я сказал, 2 составляющие. В основном лучше, чтобы проект был весь крыши. Потому что должен быть расчет стропильной системы, всех материалов, брусков, пленок, утеплителей и самой кровли, чтобы заказчик заранее закупал это все, там, хотя бы за 2-3 месяца до того момента, когда у него устанавливают сруб. Потому что если это сделать с кондачка,
то пиломатериал будет либо кривой, сырой и все такое. В нашем случае заказчик сделал это все заранее. То есть он привез сухой пиломатериал, отстрогал здесь его, и мы, соответственно, делали. По такой крыше что можно сказать? Что здесь очень много скатов, и на таких сложных крышах желательно, чтобы пиломатериал весь был строганный. Так как у нас кровля Джерард, как ее в простонародье называют ювелирка, вот, то здесь должны быть ресмусованные бруски, ну и весь пиломатериал должен быть ресмусованный. Угу. То есть это композитная кровля, да? Да, это композитная бельгийская кровля. Профиль у нее шаке, то есть по сути это, можно сказать, лиственная дрань, ну как бы профиля. То есть вот это шиндель. Под дранку. Под дранку, да. Под черную дранку здесь сделан. Самый, наверное, один из самых толстых профилей в компании Gerard это вот именно этот. Потому что металл очень толстый, то есть алюмоцинк здесь внушительных толщин. Ну что, пойдем вовнутрь, да? Пойдем вовнутрь. Будешь рассказывать по ходу. Вот смотри, вот здесь вот давай сразу, пока тут солнышко. Эта терраса у нас у заказчика предполагается здесь поставить печки, сделать барбекюшную зону и здесь зону отдыха. Здесь у нас крыша холодная, крыша тоже с вырезами, как и в принципе в этом проекте везде эти вырезы присутствуют практически на всех крышах. Вот. Усложнение в этих крышах в том, чтобы рассчитать шаг под 37, то есть чтобы у нас кровля, так как мы ее не можем растянуть, она заканчивалась, профиль вот там, и здесь она как бы совпадала. Также здесь проведена электрика спрятанная, то есть она вот у нас в стропильной системе электрики у нас сделали ребята. 2 светильника. Вот. Ну, в целом, как бы по этой крыше можно, наверное, и закончить. Щелочки на усадку, да? Щелочки, какие щелочки? А вот где идет стропилина бревенчатая, там. Вот там? Да, между вагонкой и стропилиной, получается. Ну, конечно, у нас здесь, получается, коньковый элемент, он регулируется. То есть, когда будет как бы усаживаться сруб, соответственно, там болты будут подкручиваться. Угол крыши чуть-чуть будет изменяться. Вот. То есть здесь это как бы учтено. И там лифты мы не крутили, так как сруб этот простоял, ну, у вас год, и дерево внешне очень сильно подсохло. Ну вот здесь вот видно, да, зазоры между стропилинами и вагонкой. Это на усадку, да? Ты между фермой вашей? Да. Да, это и на усадку, то есть это вот там сверху. А сами по себе зазоры, как бы мы вот эту пласть сопоставляли с гаражной, чтобы у нас все это было на одной высоте. Ну и автоматически, то есть мы делали здесь, по-моему, 16 градусов угол крыши. Вот. И, соответственно, чтобы они у нас были одинаковые, вот тут, ну, небольшие такие зазоры между бревном и вагонкой получились. Вагонку, вот если визуально посмотреть вот туда, на бревно и на вагонку, возможно, покажется, что вагонка криво прибита, да, но так как иллюзорно у нас будет бревно, оно имеет, ну, не оцилиндрованный вид, а сбежность есть, да? Да, сбежность есть, но на самом деле вагонка прибита в горизонт ровно, потому что мы выставляем нашу лобовую доску в горизонт, относительно ей промеряем рулеткой, ставим меточки и начинаем прибивать скат. Также у нас запилены карнизы, как и везде, в принципе, мы делаем и считаем это правильным, потому что с усадкой бревен и с усадкой крыши положение их практически никак не меняется. Ты имеешь в виду четверти во фронтонах, да, вот здесь вот? Да, во фронтонах выпиливаем четверти и считаем это тоже правильным, потому что, ну, за столько лет не было такого, чтобы у нас там какие-то... Так а что, можно по-другому разве? Да, ну, многие делают сначала крышу,
потом ждут, пока сруб усаживается, но усаживается по полноте он только после отопления 1 года. Если вот он у вас даже там 4 года простоит полноценно, он не сядет. Это, при таких диаметрах это проверено. Из-за этого лучше всю грязную, пыльную работу делать сразу же. Что вот заказчик пришел, и у него, в принципе, как говорится, большая часть по крыше, по внешке, она вся сделана, только осталась внутренняя отделка. Но внутреннюю отделку тоже порой делают, когда есть видовые балки, то вообще все делается под ключ сразу же. В нашем варианте это все холодные крыши, они подшиваются сразу же от имитации бруса. По электрике, как я сказал, здесь 2 светильника, и есть еще 2 светильника за фермой. Они сделаны на всех крышах, и они являются досветочными, то есть подсвечивающими, вернее. Что вечером включает свет, и контуры крыши наши сразу же показывают. И контуры крыши, и комли. И комли, все сразу же начинает светиться ночью. А скажи, в процессе, когда ты делал утепление, пришли электрики или когда это происходит? Да, электрики приходят в процессе, когда мы уже утеплили, когда мы натянули пароизоляцию, и вот приходят электрики. И тогда мы они пробивают у нас. В основном мы стараемся, чтобы вот эти вот заходы, то есть у нас провода там сделаны, а в дом они попадают, в стенку заходят. Вот когда они провода нам кинули, мы эти провода сразу же герметизируем, так как они в металлической гофре, чтобы через них холод не шел. Мы с внешней стороны это делаем и с внутренней стороны. Вот. Но лучше, наверное, для нас, для кровельщиков, чтобы вот этот отрезок прохода между теплым и холодным контуром лучше делать из каких-то материалов, которые не конденсировали бы. Но технически это только выполнимо с металлической гофрой. То есть технически прежде всего, потому что это деревянный дом, и здесь пластиковую гофру не используют. Входная часть наша, то, что мы не накрыли крышу еще. Что здесь хотелось бы сказать, что еще забыл я, что у нас вот все выступы, которые не стреляются, то есть ветровая доска с вырезом, мы их завешивали на металлический уголок, можно сказать, на швеллер. Так как эта часть вывешивается, и когда будет снег, ее может просто продавить, и она может сломаться. Как бы ты там конструктивно не делал, не усиливал. Вот мы в данном случае на всех вот этих выносах ставили вот такой швеллер. Вот здесь у нас тоже опорная часть, стропилы заканчиваются вот здесь, так как у нас бревно есть. И мы сюда ставили швеллер. Сейчас, погоди. Здесь... Ага. Именно вот этот швеллер, именно мы его положили, потому что здесь, нагрузка не такая большая, вот на этих 40 сантиметрах, да. Ну и швеллер у нас не было его поменьше. Но на всех остальных крышах мы его ставили ребром, просверливали 2 дырки, подтапливали его в контрбруске и, соответственно, прикручивали. Это будет более правильно, конструктивно. У нас здесь этот швеллер здесь и вот где, наверху, практически под коньком. По крыше мы здесь использовали везде дельту. Контрбрусок ложится у нас на уплотнительную ленту шоу-бант. Ну и, соответственно, весь конструктив контрбрусков мы его прикручиваем на саморезы. Как и контрбруски, и обрешетку мы прикручиваем на саморезы. Предварительно у нас видно такие черточки, да, мы берем с той стороны размер 36,5, так как это первое идет. Вот. С той стороны натягиваем шнурок, и под шнурком, карандашиком каждую вот эту обрешетину мы делали. Вот так. Швеллер-то, еще раз расскажи, что нельзя вот так просто стропила вроде бы нормальные, не длинные. То есть ты зачем их прикручиваешь? Вот этот швеллер мы поставили для вот этого отрезка. Вот этого отрезка. Вынос. Да, вынос.
То есть он у Вот. нас здесь. Из-за того, что у нас вот здесь бревно заканчивается, ну вот то бревно, оно и на коньке, и здесь. Не видать отсюда. Не видать, да? Это мы снизу потом как-нибудь посмотрим. Может, Да. Но именно здесь сделали из-за того, что у нас опорные части стропил заканчиваются вот здесь. И так как масса вот это 50 сантиметров, ну мы доусилили, перестраховались мы или нет, это как бы дело каждого, пусть там кто что думает. Но вот мы в данном случае посчитали это правильным. Сделали здесь швеллер, наверху и с той стороны то же самое. Единственное, что из-за того, что он большой, двенашка, да, ну десятка вернее, мы его не смогли поставить на ребро, так как он бы либо у нас лег плотно к диффузионке бы примыкал, и, соответственно, конденсат в весенний период бы об него бы стопорился, бился и, соответственно, портил бы наш конструктив. Из-за этого мы взяли его и просто плашмя положили на контрбрусок. Ну, а вот эта вот пленка-то, вот расскажи, она для чего? Чтобы конденсат по ней стекал? Тут же холодная, по идее, козыречек-то. Да, ну везде на крышах, которые металлические, везде устанавливают пленку, так как она, в принципе, прежде всего крышу защищает от конденсата. Если ее не сделать, то весь этот конденсат будет попадать на наши карнизы. И эти карнизы будут все в разводах потом со временем. А много конденсата падает? С металла? Угу. В осенне-весенний период много. Особенно в осенний период вообще его много. Вот я видел на металлочерепице, когда мужчина построил себе кирпичный дом и пленку не положил. И у него вот или весной, или осенью очень большие прям как скопление конденсата было, и оно потом все на потолки падало у него, и это было как бы не очень хорошо. Ему пришлось потом, прибивать диффузионную мембрану. Вот. Угу. Лобовая доска, вот я смотрю, у тебя 5 она, что ли? Да, лобовая доска 50-ка прикручивается на желтые саморезы. Вот в данном случае у нас либо 50 на 120, прикрученная доска, потому что, шейка у него большая. Но при любом раскладе, чем дольше эта доска висит, не покрашенная, тем она больше начинает выгибаться. А? Вот а что не покрасили? Не покрасили, но, во-первых, не знают, какой цвет будет. Это первый момент. Второй момент, по сути, это делается после того, когда это все шлифуется, и тогда это тоже подшлифовывается везде и красится. Потому что если это все покрасить, начнут люди шлифовать, эта вся пыль здесь ляжет, и все равно придется либо перекрашивать, либо что-то делать. А мы пробовали раньше валтипраймером покрывали, его хватает на месяц, потом он выгорает. Вот как ни старайся, то есть ничего не выходит. Тут также вырезы, да, идут, считают. Да, вырезы, электрика идет. Карнизы у нас все валтипраймером прокрашены с тыльной стороны, с лицевой стороны, чтобы дерево было более стабильным. То есть у нас человек это все мазал, красил кисточками. Вот. Ну и при этом, чтобы у нас карнизы не зажелтевались совсем сильно, а имели тот вид первоначальный. То есть с пачки достали, вот она светленькая, такая и она и остается. Но здесь меньше ультрафиолета, чем на лобовых досках. А вот та штраба для чего, Леш? Вот эта штраба и вот этот брусок. То есть в конечном варианте у нас сюда подойдет кровля, загнется, как и с той стороны, так и с этой стороны хапами. И потом мы сюда ставим такой большой капельник, мы его сейчас спустимся, покажем. Штраба пропиливается, чтобы этот капельник зашел в нее. То есть вот у нас вот это максимальные точки мы берем, запихиваем, здесь подрезаем, все это туда заходит и потом загермичиваем. Соответственно, те дождички, которые будут попадать, они будут на этот капельник и стекать. Примерная высота здесь около 10 сантиметров. Если здесь, на мой же взгляд, ставить планку примыкания простую в 90 градусов и запиливать штрабу, то это очень все выглядит некрасиво по отношению к срубу, потому что большая-большая масса бревна начинает закрываться. При минимальной части крыши, как бы можно сказать так, с большая планка примыкания будет вид портить.
Вот, и штраба сделана для того, чтобы туда капельник запихать. И он ложился вот так вот, ну, на крышу здесь лег. При усадке его не погнет? При усадке, если бы это сырой был бы сруб, его погнуло бы, но мы потом все равно со временем, как практика показывает, мы все равно приезжаем к заказчику и просто саморезы скручиваем, и он как бы выгибается, принимает свою форму, ну и обратно как бы подкручиваем. Либо это делают ребята, которые в основном у нас ближе к зиме, когда уже отапливается дом, приезжают отделочники, и они начинают, как бы, ну, наши вот эти все вещи они знают, они их могут там подправить. Но здесь нету такого чего-то, как бы, прям сильно критичного, что ее очень-очень там сильно загнуло. Просто планка чуть-чуть кое-где пузырьком встает, ты саморезик выкручиваешь, она опять ровную форму приобретает, и ты обратно, как бы, все это делаешь, устанавливаешь. Что, Леш, капельник, что ли? Да, вот это капельник, который у нас припилится. И вот таким образом он дойдет до пазов, запихается туда, и, соответственно, примыкание у него так на крыше будет. То есть он на кровлю ляжет сверху. И та водичка, которая будет стекать, она будет попадать на него и, соответственно, сюда. Фартуки я уже объяснил, почему мы не ставим. Ну, вот так. Ну, теперь, наверное, в дом какие-то там вещи конструктивные, которые можно рассказать, показать. По гаражу. Все то же самое, только побольше света здесь сделано. По навесу? Да, по навесу, именно гаражному навесу. Вот у нас здесь 5 светильников. Все то же самое со штробами, с доской, с покрасками. И 2 светильника у нас на подсветку дома. Тоже с обоих сторон они как бы конька присутствуют. Входная часть красивая из-за вот этих бревен. У нас даже здесь женщина увидела наш дом. Пришла и говорит: дайте мне телефон ребят, которые вот такую штуку режут. Мы им говорим: ну, в основном это срубы делают и сразу же как бы эти бревна вырезают. Вам говорим: зачем? И она объяснила, что у нее есть старая баня, и в ней есть простые бревна стоят. И она хочет эти бревна выкинуть, а поставить вот такие резные. Но мы дали? Да, мы телефон дали, но я думаю, там как бы все. привезти эти бревна с Красноярска, наверное, будет очень дорого. Да просто. нет, Серегу просто вызывать надо. Не, ну и бревна надо везти такие еще. Здесь таких бревен нет. Я думал, старые переделать. Не, она заменить хотела маленького диаметра бревна у себя из-под бани вытащить, из-под лифтов, и поставить вот такие большие, чтобы как бы, ну, красиво смотрелось. Ну что ты по свету говоришь там? По свету здесь у нас 4 светильника внутри, как бы можно сказать, за вот этой фермой, и 2 светильника света, ну, по крыше идет, чтобы подсвечивать крышу. Расскажи, Леша, про вот здешнюю подшивку вот здесь, на веранде. Это елка, похоже, да? Да, по всем карнизам покупалась порода елка с перемешку с сосной. Покупалась категория АБ, вот, но как таковая все равно вот уровень вагонки за эти годы упал, качество, я имею в виду, вагонки, которые делают. Сейчас нету категории А, сейчас только есть категория АБ. Вот. Здесь присутствуют небольшие сучки, мертвые, но не выпадающие, можно сказать, черные сучочки, но не выпадающие. Вот. Вагонка здесь, как я уже сказал, она вся вот карнизная вагонка, она покрашена с тыльной и с лицевой стороны валтипраймером. В доме мы специально с заказчиком, с Дмитрием ездили и нашли породу, ну, дерева сосна, вот, и, соответственно, уже как бы здесь вагонку купили более лучшего качества, в плане того, что тут мертвых сучков черненьких нету. Ну, там ты говорил, что-то еще брошировали, да? Да, вот это у нас прихожая здесь будет у Дмитрия. Здесь он хочет с этой стороны
выпилить дверь, и там у него будет непосредственно гардеробная. Вот, за стеной. То есть это как бы не учтено. Заказчик, когда крыши сделали, потолки сделали, походил, посмотрел, покумекал и решил, что вот этого пространства здесь будет мало, здесь просто тапки, там, обувь скинул, а одежда уже непосредственно, ну, вот там в гардеробе будет. По потолкам здесь, какие тут операции сделаны? Вот и непосредственно здесь мы брошировали вагонку. Перед установкой вагонки обязательно нужно делать подшлифовку бревна. Потому что если вы не сделаете это, то люди, которые потом будут шлифовать, они вам покоцают всю вагонку, которая у вас примыкает к бревну. У нас здесь отшлифовано болгаркой и отшлифовано 80-кой на вибру. То есть вот видно такая светлая полоса, она идет по всему периметру комнаты. И то же самое сделано на балках. То же самое сделано у нас, ну, вот, с левой, с правой стороны балки. Это упростит работу и шлифовщикам, ну и качество, соответственно, пока вы вагонку не установили, легче сделать это как бы до вагонки. А крупно есть где-то показать эту доску именно брошированную? Брошированную крупно доску, где мы здесь сможем показать? Кусочек какой-нибудь. Вот, Саш. Ну, это, наверное, как бы мы фактуровали ее. Фактуровка у нас, то есть это медной проволокой была, и до этого была металлическая. То есть на брошировке стояла. У нас специальная макитовская машинка есть, которой мы это делали. Металлическая очень сильно как бы выбирала, и, соответственно, мы ее поменяли на медную проволоку, так как она мягче. Соответственно, как бы она делает брошировку более качественно. Вот, что тут? Вот досочки. Тоже вот. Не знаю, что там видно, не видно, но факт тот, что они брошированы. В основном брошировка проявляется, то есть вот эта вся текстура, рисунок, да, можно ее проброшировать так, чтобы мягкие волокна вырвать много, ну, как бы, соответственно, проявится вот эта более плотная текстура. Но когда ее маслом покроешь, все это будет, ну, более выглядеть красивее и, соответственно, ну, более видимым станет эта брошировка. Здесь это ничем не покрыто. Внутри вообще ни маслом, ничем не покрывалось. Потому что Дмитрий сказал, что он потом, ну, смысла не видит, что покрасит в какой-то цвет, и, соответственно, уже потом подшлифовочка там будет. После первого... И тогда типа волокна все... Да, и тогда все волокна проявятся. Загладятся, да, тоже, да. они как бы... Ну, подшлифовка будет вручную. Там подшлифовывают из-за того, что первым маслом покрыли, ворс не встает. Вот с первого лессирующего слоя, когда ты укрываешь, поднимается ворс, его подшаркивают. И, соответственно, когда подшаркивают, вот эти все части стираются, подтираются, можно сказать, да? А глубинные места с краской остаются. И вот такой эффект, что вот это вот все, вот эти, как бы сказать... галочки, их будет все видно. На сучках мы тоже слишком сильно не продирали, потому что это все тут такие вьямины были бы. Ну, на наш взгляд, вот заказчик захотел, чтобы здесь было более такое все спокойное, не как там рустикальный такой стиль, то есть это более классическое, хоть при Канаде, но вот он в доме хочет, чтобы у него и гипсокартоном второй этаж обшивали стенки. Все было более так классическим. По конструктиву, что бы хотелось еще как бы дополнить по потолкам. Помимо того, что подшлифовывается, все фактуруется и все такое, здесь еще важно, ну, на наш взгляд, мы, по крайней мере, так делаем везде, что пароизоляция, которая ложится после вагонки, ее обязательно нужно герметиком, либо полиуретаном, либо дельта-тикс, как бы проходить, чтобы у нас базальтовая вата
микрочастицы ее, когда вы ходите пополам, чтобы они просто-напросто на голову не сыпались. Это первый момент. И то же самое мы делаем с диффузионной мембраной. То есть мы ее берем, примыкание к стенкам, мы садим ее на герметик, а сверху пристеплируем скобками, чтобы на период засыхания диффузионная мембрана у нас не отпала. В данном вот пироге здесь наверху у нас после вагонки идет пароизоляция, которая загермечена. Потом идет доска 50 на 150, взятая из-под лесов, то есть она уже сухая доска. В нее укладывается на 150 утеплитель. Утеплитель укладывается не для того, чтобы какая-то разница здесь была между первым и вторым этажом, а прежде всего для того, чтобы как звукоизоляция он был. Вот, чтобы он гасил звук и сверху, и как бы... Какой слой в итоге получается? Слой получился на 150 миллиметров. Хватает? Ну, да. Как звукоизоляция? Да. Мы можем это проверить, я могу туда залезть, покричать, если она как-то отразится здесь. Это при том, что здесь нету дверей. На самом деле... То есть вы это пробовали уже, наверное? Мы уже это пробовали. Мы это уже пробовали, знаешь, когда на отделке, когда просто там человек что-то делает, и он тебе начинает кричать со второго этажа, ты как бы не, что-то отдаленно такое слышишь. Конечно, если он там прыгает, там скачет, это все равно звук передается по балкам, и более слышно. Вот. И после вот этого утепления у нас идет контрбрусок 30-ка с уплотнительной лентой. Уплотнительную ленту мы везде используем. И после этого бруска уже идет обрешетка. Шагом в 25 сантиметров между брусками. Брусок укладывается 45 на 90. На него укладывается фанера. И потом еще бытует такое мнение, чтобы удар такой вот, в который люди ходят по полу, чтобы он не передавался сюда. Сейчас такое новшество есть, но мы его ни разу не делали, что после слоя фанеры, который ложится на обрешетку, люди ставят проставки, и на эти проставки еще укладывают фанеру. И вот в эти проставки закладывают все коммуникации, там и электрику, и воду, то есть на отопление. Но мы ни разу это не делали. Вот заказчик думает, будет ли он так делать, или он просто сделает по обрешетке один слой фанеры, там 20 миллиметров. Ты заметил ли, что сруб уселся в ноль практически? Да, когда мы приехали сюда, были щели в пазах. Крыша у нас, кстати, не тяжелая, она легкая, на самом деле, по-моему, там точно не помню. Постенбим нагрузил сруб, бревна же хорошие, то есть крыша твоя, обрешетка, стропила. Да. Получается, и вот он задавился в ноль. Да. Хотя были щели, при рубке вообще 1,5 сантиметра на 3 винцах. Вот, и когда собрали тоже, я же собирал, тут тоже присутствовал, были большие щели. Все, присело. Присело, да. Надеюсь, что дальше не откроется. Надеюсь, дальше не сядет. Когда будет сохнуть. Что на самом деле еще в этом срубе такого интересного, что за это время, то есть вот он, видать, постоял у вас год, у него нет таких трещин сантиметра. Есть мелкие трещинки, да, вот такие там в 3 миллиметра, в 4, да, они присутствуют, но нету сантиметровых щелей. Я думаю, что Дмитрий сейчас, когда запустит его в эту зиму, они появятся. Они, возможно, может быть и появятся, но это тоже нужно будет смотреть. Вот здесь у него такой красивый зал большой с этим деревом. Здесь будет лестничная площадка, не знаю, там одномаршевая или с площадкой, вот этого я не знаю. Здесь вот такие выходные балкончики будут огорожены балясинками, перилами. Соответственно, еще что, большие окна и красивейший вид. Сейчас потихоньку уже приобретает здесь. Деревья начинают листву распускать, озеро. Здесь летают гуси, прилетают, помимо уток, здесь это чайки. Здесь гуси прилетают, и они по весне здесь летали, все гакали.
Вид, конечно, отсюда очень хороший, Дима. Ты расскажи, вот здесь вот смотри, у тебя же не подшиты потолки. Да, потолки в основном уже будут делаться после того, как здесь будет стяжка, но в данном случае Дима не хочет теплый пол, у него просто будет здесь выравнивающий пол, и все скорее либо инженерная доска, либо плитка. Делают потолки после, если это не видовые балки, потому что здесь будет большая влажность, и если ты прибиваешь либо на клеймеры, либо прячешь там саморезы, да, в потаю как бы прикручиваешь, то возможно, что со временем просто вагонка может свалиться вам на голову. Хотя может и не быть такого. В какой период времени он, конечно, это будет делать, это тоже будет важным фактором являться. Так вот, мы потолки эти делаем тогда, когда уже, соответственно, обшиваются стенки, и укладывается фанера, штробится штроба под инженерную доску на втором этаже. То есть уже сухо, дом отапливается. В основном это уже период ближе там, к середине осени, в зиму. Непосредственно вот здесь по крыше, опять же, мы везде хотел бы обратить внимание, что вот, Саш, можешь здесь заснять, да? Что у нас везде, где прикручивается нижний брусок, который поддерживает утеплитель, есть синенькие квадратики. Мы их сделали из квадратиков, чтобы сэкономить заказчику средства. То есть вот где саморезы пробиваются, они пробиваются не сквозь пароизоляцию, а через уплотнительную ленту Delta Show Band. Делается это для того, чтобы не было дырок в пароизоляции, чтобы не улетало тепло в зимний период времени. Ну, мы советовали делать вот так везде. И это у нас везде сделано по всей крыше. То есть такая технология везде. При этом все примыкания к бревну, когда мы утеплили, и перед тем, как мы ставим пароизоляцию, у нас пропиливается вот по всему контуру, как бы и в коньке, и вот в этих укосинах бревенчатых, и в маурлате штроба. Потом в эту штробу мы запихиваем пароизоляцию нашу и проходимся полиуретановым герметиком. По принципу капельника, что ли? Нет, по принципу того, что вот черный можешь заснять, вот черный вот полиуретановый герметик. Я имею в виду, штроба такая же, как капельник? Да. Штроба по принципу, как была капельник. То есть это пропил в одну шину примерно 2-3 сантиметра. Но важно в нем, то есть вот на прямых частях это понятно, а на бревенчатых частях там главное, чтобы когда ты пароизоляцию обрезаешь и подрезаешь, главное, чтобы она у тебя вот максимальную часть имела, ну, чтобы она залезла именно в пазах в штробу. Здесь, ну, то есть коротко, а именно внутрь, как бы там надо глубже пропиливать. И так как у нас эта крыша не скользящая, не схлопывающая, то есть вот ее сделали на постике, она стоит, она никуда не уедет, не съедет, ничего с ней не происходит. Мы именно полиуретановый герметик используем. А в скользящих крышах, ну, опять же, как бы вот мы делаем, мы используем либо каучуковый герметик, либо акриловый. Мы смотрим на адгезию с пароизоляцией, если она хорошая, ну, что он не отрывается, то мы делаем его, потому что из практики за период, когда человек поставил дом, мы поставили крышу, он начал первый год отапливаться, мы приезжаем и после зимы весной начинаем делать подшивы, в основном крыша все равно еще потом подсползает. Если сделать с полиуретановым герметиком, то у него растяжки не будет, он просто оторвет пароизоляцию, и когда вы зашьете уже чистовые потолки, вы этого не увидите. Вот, ну, мы, короче, вот так делаем. Здесь у нас везде все проклеено, все посажено на уплотнительные ленты. Непосредственно на крыше так все сделано, и так все сделано и на стенках. То есть уже в каркасе вот этих, ну, простеночных, как бы, каркасах.
Ну, там-то, наверное, можно было так и не это, да, там же все-таки тепло. Да, но там как бы такой момент, что, ну, мы из-за чего, то есть вот внешние части делали так, потому что у нас они, ну, то есть внутренние части с внешними стенки, вот где соприкасаются, там мы делали с уплотнителем, потому что, ну, так правильно делать, чтобы у нас тепло туда не уходило. Ну, а по внутренним стенкам, почему-то вот мы так тоже подумали, что если Ты так... куда полез-то? Пойдем еще по первому. Тебя прям тянет туда. Ну, в кухне все то же самое, как и спальня. Просто она такая более большая, емкая. Но по ходу дела здесь вот полы будут на сантиметров 12-15 подниматься. Потому что здесь стироксом будет укладываться, стяжка делать сантиметров 5. Может быть, даже он и теплые полы здесь делает. У нас здесь в кухне 3 балки, брошированная доска. Брошировку можно увидеть на вот сердцевине, прям очень она как бы фактурно выглядит. Вот здесь вот эта вагоночка есть. Вот. Также подшлифовано, все, ну, короче, сделано. Свет не проведен в межэтажном перекрытии пока, потому что заказчик не определился с дизайном, где у него что будет здесь, ну, как бы в этой кухне. Где подсветка какая-то, где вентиляция, то есть вытяжка кухонная. А ты видал там бревно сломанное? Да, вот это бревно, да? Ну. Ну, вот это бревно, которое должно было здесь стоять, лежит там. А вы новое поменяли. Из вашей практики это первый раз в жизни. Правильно? Капец какой-то. Тут как заговоренный. Вот ребята потратили, прикидывайте, около 300 тысяч, чтобы привезти бревно, одно бревно на этот сруб с Красноярска и заменить его. Сейчас понимаете? Ты расскажешь сказки. Просто так получилось удачно, что еще фуры ехали и мы закинули. Ну да. Если бы в последней фуре, то уже, да. То было бы уже 300 тысяч. Да, на утеплитель, ну то есть вот в кровлях мы используем вот такой утеплитель именно в кровлях. Да, то есть это Rockwell Light Bats Extra. Он идет плотностью 45-50. То есть в этой крыше 250 у нас утепление. Под самым конем у нас 300 утепления. И в яндовых, но это мы с Сашей покажем, у нас еще заложено 50. То есть непосредственно по самой яндовой идет 50 утеплитель. В пароизоляции завернуто. Это везде у тебя идет? В крыше, в простенках такое или разные в простенках? Нет, в простенках, простенки нужно как бы к ним подойти, и у нас утепление там меньше. Там оно Я у нас... имею в виду вот именно утеплитель этот? Да. Да, утеплитель используем этот и в простенке, и в кровлю. Почему? Потому что он, во-первых, по плотности подходит. То есть он будет стоять у вас, не будет сползать с годами в каркасах. А в межэтажных? А в межэтажных перекрытиях Дима нам купил типа в Леруа Мерлен вот такой вот скандик. Ну тоже от Rockwell, да? Тоже от Rockwell, но это такой попкорн, который разрезаешь, и он выстреливает. Но это он последнюю партию купил. На самом деле вот у нас большая часть утеплителя вот этого. Ну то есть Rockwell Light Bats Extra. Ну на пол, как бы утеплитель, по сути, можно и 35-й плотности укладывать. Главное, там не 15-й, какой-нибудь там 20-й. Потому что все равно он сам по себе имеет... Ну, везде все производители, конечно, пишут там в стенки, в каркасы, в крыши. Там. Ну, я думаю, каждый строитель должен все равно как бы оценивать и видеть... Короче, чтобы не ползло, на низ еще можно положить. Да. Но в стенке, то есть такой мягкий утеплитель, как там 30-35, он со временем все равно начинает съезжать. Соответственно, появляются дырки. Вот. Но это у Дмитрия здесь будет кухня. Вот отсюда как бы с прихожей мы попадаем в гараж. В гараже у нас заказчик не захотел фактурованную доску. Тут у нас простая, тоже хорошего качества вагонка. Вот. Это такой гараж. Но как факт, заказчик сказал, что это на бумаге он гараж, а по факту машина будет там оставлять он ее будет, а здесь у него будет типа мастерской. Какие-то стеллажи, какая-то тут, ну я не знаю, там велосипеды, может тележки. Ты знаешь, что многие такое. ругаются вообще практически матом
Что в рубленном доме, да. В рубленном доме в Кедровом машина Да. коптит. Да. Ну, вот я у него тоже как бы ему задал такой вопрос, я говорю, зачем вот эта комната стоит таких денег, и зачем сюда машину ставить? Он говорит, а ее сюда никто и ставить не будет, она будет там находиться, а здесь будет вот, ну, такая мужская комната, можно сказать. Вот. Да. Ну и на всякий случай, да, мало ли что подчинить, не на морозе, Да. можно и загнать. Ну да. Рано. Тоже здесь все протесано, все как бы это уплотнилось. Вот. Да, везде по всему срубу щелей, в пазах я не наблюдаю. Что-то какое-то чудо какое-то произошло. Чудо. Может то, что реально он простоял год у нас на площадке. Это дерево по-другому Возможно. себя ведет. Возможно. На свои места все садится как-то. Но здесь, наверное, ему, если вот даже подчинить машину, наверное, ему здесь все-таки лучше сделать теплый пол, чтобы когда ты ее загоняешь с снега, это все будет падать, и чтобы оно высыхало. Правильно? Надо ему, кстати, посоветовать. Там пусть даже если не делать. И яму. И яму, да. Вот что еще, как бы, мое такое наблюдение, что не первый раз от заказчиков слышал, что когда теплый пол, то в срубах приходится ставить увлажнитель. Полагаясь вот на тверского заказчика, у нас Алексей в Твери заказчик есть, тут он сказал, что как бы сложно в доме дышать, потому что вот эта труба, плита, радиатор очень сильно сушит дом. Угу. Из-за этого приходится увлажнитель ставить. Но опять же, есть такая практика, что у тех людей, у которых цокольные этажи и нету теплого пола, в домах дышится легче. То есть здесь такая усредненная влажность, ну, естественная, можно сказать. И еще это присутствует в домах, где у вас балки бревенчатые, ну, брусовые балки, и там под ними уже, соответственно, там земля, то есть ленточный фундамент. Там тоже воздух в доме, ну, нормальной влажности. С теплыми полами, ну, как я уже сказал. Ну да, мне тоже нравится, когда естественно, вот как здесь. Плита есть и все. А что, на навес не пойдем туда? Ну давай на навес. Ну навес мы его и так, как бы, ну давай. Ну, Вот может, что вспомнишь. Интересно. по навесу что? По навесу что можно вспомнить? Что здесь такой большой навес под машину, тут даже, наверное, под две машины будет. Заезд вот оттуда, сделаны ворота. Если ничего не поменяется, то есть заказчик тоже как бы так думает, что в принципе въезд сюда должен был быть. Но когда-то потом, вернее, после того, как он поставил забор, он подумал, что хорошо было бы, если бы заезд был вот оттуда, с калитки. То есть он заехал, вот здесь сделал, машина раз и полноценно заехал. Но тогда бы ему пришлось переносить калитку куда-то сюда. И вот такая дилемма у него была, и вот он все-таки решил, короче, что ворота будут здесь. Вот. Здесь огромный навес. Здесь также все как по принципу и на той террасе, да, сделано. Потолки. Да, кроме светильников, которых здесь, ну, как бы на 3 штуки больше. В центре бревна, в коньке, тоже сделан светильник, трубка вон торчит. Угу. Та же самая вагонка. Вагонка уже, получается, 2 месяца простояла. Можно посмотреть, что... Давай заснимем по фронтонам, что-то мы, короче, проехали. Что, в принципе, никаких щелей там как не было, так их, короче, и нету. Ну, то есть они и не появились, эти щели. И между самих вагонок, и между фронтона и вагонки. Все плотно. Так что вот за 2 месяца никак ее не повело. Саморезами мы прикручивали вагонку торексами. 4х60 мы покупали саморезами. У них, то есть, вместо крестовины идет шестигранник сверху. Покупали их, потому что они, в принципе, делают сразу же такую маленькую потаю. И когда ты прикручиваешь, у тебя нету таких сколов на шляпках, я имею в виду, ну, в вагонке. Когда ты прикручиваешь... Ну, понятно, волокна не заминает. Не заминает, да. И, ну, вроде более как бы красиво вышло, хотя, ну, для заказчика финансово, конечно, это более дорого, потому что каждый саморез стоит 6 рублей. В отличие от того, что маленький саморез, ну, такой же 4х60, стоит приблизительно где-то рубль 50, там, рубль 80.
Ну, Дима сказал, что вот он ездил к нам на один из объектов, посмотрел, говорит, мне не понравилось, как там, типа, вот эти саморезы, они там вагонку заминают, сколы какие-то. Вот чтобы этого не было, мы вот здесь технически так исполнили. С саморезами торакса. Кстати, эти клинышки, наверное, все уже можно. Да, они все. Они Уже- там задавились так, что они Да. не играют роли никакой. Так, ну, по коридору мы идем в сторону зоны отдыха на улице, то есть где барбекю будет. Здесь тоже у нас 3 балки видовые бревенчатые, тоже фактурованная вагонка. Коридорчик такой, да? Да, Уютненький. уютненький коридорчик. Говорит о богатстве дома. Коридор, я думаю, хороший коридор говорит о том, что здесь живет богатый человек. Да, здесь мы приходим, как бы здесь у нас будет санузел и будет здесь либо душевая кабина, либо ванна, все скорее будет. То есть они будут разделены. Вот здесь у нас видовая балка 200, кедровая 200 на 200. Она будет видимая. Вот по этой стене, где заканчивается лафет, у нас будет идти каркас. То есть будет стена. И вот здесь, как я вам вначале говорил, будет выпилена дверь и будет гардеробная. Здесь будет у нас санузел. Стена идти будет вот до сюда. Здесь тоже будет полноценная стенка. И, соответственно, здесь уже туалет будет. Там ванна, здесь туалет. Тоже это, ну, как по мере того, как здесь уже все как бы делалось, заказчик тоже принял такой, на свой взгляд, ну, как бы интересное решение. Так здесь вообще он планировал, где гардеробная, планировал сделать баню. Парную. Парную, да, именно, да, правильно сказать, парную, даже не баню, чтобы здесь можно было париться. Ну ты его отговорил. Да, но я его отговорил. Нехороший человек. Да, возможно. У нас был в Новосибирске заказчик, и он тоже из лафетчиного дома, как бы внутри этого лафетчиного дома сделал себе парилку. Как бы мы его не уговаривали, он не хотел нас слышать. Но прошел год или полтора, и он отказался от этого и сделал детскую. Потому что в парилке здесь начали, во-первых, в бревнах дырки появляться, потом бревна начали очень сильно лопаться. И так как у него одна стена была, ну, как бы на улицу выходила, то есть, да, несущая, то, соответственно, он не захотел, чтобы там появлялись дырки, и убрал баню, перенес ее в цоколь. То же самое сделал и Дмитрий. Он там хочет сделать русскую баню с кирпичной печкой, то есть, ну, все как по наитию, по-русскому. Ну, в цоколе это все равно баня так себе. Почему? Уже, ну, в срубе же хорошо парится. Ой, ну, да, но я думаю, что если ты хочешь в срубе париться, то нужно отдельно делать кедровую баню. Но ни в коем случае не в доме. Вот, ну, это мое субъективное мнение. Идем почти по готовой лестнице. Да, идем почти что. Может, он этот трапик и оставит. Почти что по готовой лестнице, да. Ну, здесь как бы мы еще не прибрались, то есть генеральную уборку после того, как мы уезжать отсюда будем. Мы это все соберем. Опилочки здесь. Ну, теперь можно как бы поговорить либо про каркасы. Ну, по крыше видно, вот отсюда, допустим, вот это примыкание пароизоляции к бревну. Вот его лучше делать везде так. Садить бревно, пароизоляцию к бревну приклеивать через какие-то герметики. Из практики это все утопия. Потому что когда начинают шлифовать, туда попадают микрочастицы пыли под
ваши скотчи все, и это потом все отклеивается. Вот по герметике, если на герметик если садить, то это будет уже на стопудово. Мы можем где-нибудь даже проверить. Если бы мы за какую-то складку могли бы здесь взяться и попробовать ее А у тебя там тоже заштроблено? Везде, да. Везде заштроблено, да. Ох, как же тут, не знаю, как тут залезть-то, Сань. Что ты полез-то? Вот если, допустим... Если враги, допустим, захотят оторвать. Да. Вот смотрите, вот этот герметик. Вот, здесь штраба пропилена. И как бы я что с ним не делал, мы его не сможем просто-напросто вырвать. Ты там сильно-то не дергай, а то это... Не, ну мы это бы заклеили. Ну, короче, вот он вроде как эластичный, даже полиуретановый герметик, да? Но при этом он держит произоляцию и не дает проникнуть парам от жизнедеятельности человека на улицу. Не дает Слушай, проникнуть. расскажи еще лучше. Ну, мы так его как бы шутя называем бюджетный канадец, да? Да. Вот. На что заказчик как бы так это... Тоже прикалывается. Сопротивляется, да. Сопротивляется, да. Вот. Но а вот на самом деле вот по максимуму, если, да, материалы использовать, по качеству, по цене, так скажем. Ага. Ты бы какие бы сюда бы еще использовал? То есть, что бы ты бы здесь Это применял? почему мы сейчас говорим? По крыше, по стенкам? Вот, ну, допустим, по стенкам. Вот сейчас здесь пароизоляция стоит. По стенкам герметик, там вот, если еще больше, еще круче брать нету, материалы. Ну, вот нету? Нет, смотрите, то есть пароизоляция Дёркин, ну, вообще пленки, являются самыми лучшими. Уплотнительные ленты, там, я не знаю, герметики, Дельта Тик, Дельта Тан, то есть это все самая максималка. То есть ты где-то берешь максималку, а Не, где-то... я везде беру максималку. Я везде беру максималку, потому что это потом может отразиться даже не то, что на репутации, а просто по факту на переделках, которые мне самому не нужны. Ну, это по России, естественно, материалы, которые ты говоришь максималки. Да. То есть то, что есть у нас, можно заказать там. Да. Не, ну оно, во-первых, все делается из первичного, можно сказать, материала, не из вторички. Соответственно, есть гарантия на 50 лет по пленкам, по всем, да, что они 50 лет как бы свои легко прослужат. Ну, а по факту они еще и больше, потому что они закрыты все, здесь ни ультрафиолета, ничего не присутствует. На крышах тоже, если там проветривание есть, то температура, даже когда жарит солнце, воздух гуляет, он как-то сбивает температуру, ну, как бы, вот это, как сказать, действие на пленку. И она может многие годы служить. А если из вторичного сырья, там, ну, из эспана и все остальное, это, ну, как бы оно тоже работает, но нужно покупать пленку такую, как бы сказать, премиум класса. Не за 2000, а за 7000. Из эспана тоже есть из первичного материала, насколько я помню. Очень плотные пленки. Говорят, можно пароизоляцию внутри вообще из обычного полиэтилена поставить. Да, сейчас скажу. Вот раньше пленка, компания Дёркин выпускала пароизоляцию, она и есть, по-моему, Дельта. Она из себя представляет плотную пленку. В чем минус этой пленки, что, допустим, на растяжение, ну вот как вот эта пароизоляция, имеет еще большой плюс отражение, что, как заявлено, что на 2 градуса в сутки, по-моему, сохраняет тепла. То есть тепло, проходя материалы, допустим, гипсокартон, оно не проникает сразу же в утеплитель, я имею в виду, ну, своим теплом, да, а отражается и обратно в дом возвращается. По пленке ты этого не сможешь сделать, потому что, не дай бог, ты где-то скобочкой там пробил, что-то тебе нужно оторвать, ты, отрывая скобочку, отрываешь кусок, ну, вот этой пленки, простой пленки, я имею в виду. Даже той пленки, которая вот у Дельта есть, как не помню она называется, но по факту это просто желтая пленка. Вот. Ну, мы берем вот всегда Дельта Рефлекс. По Постонбиму расскажи пару слов. По Постонбиму. Похвали по нас, качеству Постонбима. Да, похвали нас маленько. Ну, Постонбим практически везде хорошо, но есть моменты, по-моему, вот в этом крыле где-то, где даже прикручивая на тораксы, у вас он почему-то чуть-чуть не сошелся. Либо Спакс? А?
Спакс? Да, на спакс оно торксит. Да. Почему-то он не сошелся, там, ну, буквально там сантиметр у Косина в коня не пришла, то ли усохло там или что-то такое. Но в целом, как бы, что тут по стумбиму? У Косины столбы, перемычки. Вот, ну, все вроде нормально. Полсантиметра в одном месте, ну ты дал у нас тут это. Да, Это же плотницкие допуски. да, это плотницкие допуски. По каркасам, что можно сказать, что прежде всего в Пустумбиме изначально ширина стенки делается 30 сантиметров. ну вот 30, не 30, но я имею в виду утепление, да, стенки. Вот в нашем Пустумбиме это 200. То есть у нас есть доска 150 и потом, ну, утепление, и потом перехлестное утепление в 50 идет. Из-за чего как бы делается здесь такая стена? Прежде всего из-за того, что у нас присутствуют вот эти скругления, да, и чтобы у нас стенки не вывалились за вот эту часть бревна, как и здесь внутри, так и внешне, мы берем от центров, отступаем расстояние по 12,5 сантиметров и, соответственно, делаем каркас. То есть это 30 сантиметров плоскость, про которую я всегда говорил, это немного, да? Получается? Да. Это только-только, чтобы поставить утепление и обшивку. Да, но помимо этого тебе же нужно еще будет сделать уже чистовую отделку. То есть в данном как бы доме у нас шиндель с двух сторон, он сам по себе от 1,5 до 2 сантиметров слой. Здесь будет двухслойная обшивка шинделя с внешней стороны, а здесь будет гипсокартон. То есть если гипсокартон, вернее стенку вывести дальше пласти, то весь вот этот гипсокартон попадает вот в такие как бы вещи, где ты их его плотно не подгонишь. На плоскость, на круглую уже. Да, на круглую плоскость. Лучше его делать все-таки на ровной плоскости. Ну вот смотри, а кто-то заказывает же меньше плоскости. Вот сейчас мы, например, делаем там, вот я не знаю, как там будет выходить из положения. Потому что не у всех же там, это же и кубатура. Да. Здесь вот бревна 50-сантиметровые используются. Если меньшим диаметром, вернее плоскости заказывают, диаметром и, соответственно, плоскости, то заказчик будет готов к тому, давай вот сюда придем, что у него, возможно, когда он сделает, вот видите, у нас центр, когда мы сделаем 12,5, это будет вот здесь. Потом мы сделаем контур-брусок и обрешетку, это будет вот здесь. И когда он захочет чем-то подшивать, это уже будет вот здесь. И здесь простроганное бревно, да, скругленное. Но если посмотреть на укосины, где есть сучки, вы просто красиво не сможете придать контур своего материала, вот этого, да, внешнего обшивки. И у вас будет вот все вот такие вот какие-то неказистые линии. Из-за этого изначально нужно понимать, либо будет уменьшаться стена утепления, что повлечет, соответственно, больше энергоресурсов на отопление дома. Либо там, я не знаю, либо какую-то отделку просто такую делать там из вагонки, да, чтобы она как-то там, не знаю, красиво смотрелась и при этом Пустумбим полностью не закрыла. То есть чем меньше вот этот пласт, тем больше вероятности, что вы свой постик вообще закроете. То есть его не будет внешне никак видно. То есть у вас будет просто стенки, и внутри этих стенок будет ваш весь постик. Такой нашиваешь потихонечку, да, и он туда пропадает. И он пропадает, да. Но это можно в этих каркасах вот посмотреть, это как бы, прям визуально, что по факту вот мы все сделали так, что у нас вот эти бревна, хотя мы могли стенку сделать и 25, и 30, она бы у нас просто вот сюда ушла, и что такое остается вот эта горбылюшка, да? Не очень красиво. Когда здесь вот такая масса остается, уже видно, что это реально как бы, здесь Пустумбим, да, из хороших как бы бревен. То же самое у нас и по внешним стенкам. Так, по каркасам. Вот это детская комната, вот эта гостевая, я так понял, и та гостевая. А вот тот вход, это санузел второго этажа. Кто хочет, может посмотреть, у меня там подробные видосы насчет этого, там все
Уже распланировано, там рассказано, где что есть. Да, по каркасу. Надо еще будет вернуться к электрике, как мы просто понимаем, правильно, неправильно. Может, кто-то там подкорректирует, но как мы понимаем. По каркасу, смотрите, у нас здесь на всех плоскостях есть центра, которые разбивают ребята непосредственно сразу же делают, да. И мы от этих центров берем, вот в данном случае у нас утепление 20 сантиметров. То есть мы делаем по 10 сантиметров. Выставляем края, берем болгарку с диском, с пилою, пропиливаем штробы вот по всему периметру вот этого треугольника. Внешняя строба, внутренняя. А вон, смотри. Давай. Вот. А, ну вот они, наверху ты имеешь в виду, да? Да. Это да, мы тут так подготовили. Но оно уйдет в этот, как его, в окошко, в коробку идет, это все закроется. Вот пример. Вот пропиливается на сантиметр штроба. Вот центр, одинаковое расстояние, либо со смещением. Это зависит, но от того, кому что нужно. Вот здесь, видите, проклеена пароизоляция, герметик вот туда прям залитый, да. Соответственно, пароизоляция тоже, вот она, вот, короче, она туда ушла и залита. И то же самое сделаем с диффузионкой. Прежде всего делается это для того, чтобы у вас появилась здесь воздушная подушка. То есть герметично сделанный пароизоляционный слой, диффузионный. Когда ветер дует, как бы диффузионка предохраняет от того, чтобы было продувание. Ну а пароизоляция, чтобы влага не уходила. Мы потом, как пропилили эти штробы, устанавливаем каркас брусовой, из доски. У нас в данном случае 50 на 150 доска. После того, как установили доску, вкладываем утепление, то есть делаем утепление, вкладываем. Потом поперек вертикальной доски делаем еще брусок 50 на 50 и укладываем утеплитель уже в горизонт, перпендикулярно вот этому утеплителю. После этого делаем пароизоляцию, закладываем ее в наши штробы, потом на пароизоляцию прибиваем уплотнительную ленту, и после уплотнительной ленты прибиваем уже контрбрусок и обрешетку. Обрешетка самореза у нас не длинная. То есть мы не делаем так, что мы пробиваем потом эту всю пароизоляцию. Это большая проблема, когда люди берут огромные саморезы. Вот, допустим, у нас здесь 4 сантиметра, да, а мы берем там 90 саморезы, чтобы было типа крепче. И начинаем это все прокручивать и пробивать, делать дырки в нашей пароизоляции. Самая огромная проблема, когда это делают в подшиве. Там типа контрбрусок делают, дюймовочку, и потом на него еще дюймовку, выравнивающий каркас делают, и потом 90-ми саморезами начинают какую-нибудь там необрезную доску или что-нибудь там такое делать, и всю эту пароизоляцию дырявят. И смысла нет вот в нашей работе. Такого вот много было у нас, когда мы, то есть мы вот, крышу делали до такой стадии, вот как сейчас, да, и потом уходили, и заказчик либо заказчица нанимала других людей, и потом они вот эту всю работу нашу, по сути, портили. И потом через несколько лет звонили, что у них там крыша как бы... Так а там вот эта синяя подкладочка, она что, все равно не спасает? Синяя подкладочка спасает. Но синяя подкладочка спасает в тех местах, где она вот непосредственно сделана под саморезом. Да. Даже если ты ее делаешь под контрбруском, но когда ты выравнивающий брусок прибиваешь, выравнивающий каркас на вот эти контрбруски, вот такие полосочки, да, то человек прикручивает непосредственно не напротив контрбруска, а где-то там в середине. Если он использует большие саморезы, ну, как бы, то он может пробить пароизоляцию. То есть он прикручивает не только к контрбрускам, а к выравнивающему каркасу. А он вот везде может быть. Вот. Ну и дальше. Вот мы сделали здесь дюймовку. На нее предполагается, что будет все скорее гипсокартон. Вот гипсокартон с таким учетом сделали, что у нас, видите, если сюда мы поставим даже двойной гипсокартон, он у нас как бы все равно будет заподлицо практически. Заподлицо с кромкой и останется кругляш. А на гипсокартон уже потом будет обои. С внешней стороны тот же самый уплотнительный брусок
контрбрусок с уплотнительной лентой. То же самое загерметизирован. Вот там вот он загерметизирован. И на него уже не, ну, как бы идет 45 на 45 обрешетка под шиндель. Здесь, по-моему, шаг 19,5, что-то такое, помню. Так как шиндель у нас, ну да, 19,5, 38, перекрывается половина, гвозди прибиваются, по-моему, 40, а шаг 19. Вот, чтобы сантиметр как бы гвоздя прятался под следующим, ну, сантиметр-полтора под следующим как бы слоем. Здесь двухслойная будет укладка. Так, что еще? То есть по конструктиву вот этого ясно, по крыше мы сказали, по электрике. Вот мы электрикам сказали, что если вы проводите электрику с внешней части улиц, ну то есть с улицы внутрь дома, то лучше всего бурите в бревне, чтобы, ну, не закладывать в каркас наш, а вот пробурили дырку, мы потом взяли с этой стороны ее, загерметизировали, ну, тут как бы надо этот кругляш убирать, эту вот доску, загерметизировали, там он, ну, видно, что черное, то есть этим, и с той стороны загерметизировать. У нас получается воздушная подушка, даже вот в этом металлическом шланге, вот здесь у нас герметик, здесь герметик. Конечно, конденсат, вот он здесь прерывается на внешней части, но он будет как бы пробивать, да, холод, но уже не продувать будет. Вот. Если можно было бы, конечно, разрезать и туда, и сюда задуть, уже непосредственно вот в этом месте, да, ну вот туда. Ну, так нельзя делать, потому что это как бы... Нарушится целостность. Да, нарушится целостность и все остальное, как бы последующие какие-то вещи все. Вот это электричество вот отсюда, под вот этими брусками укладывается и ведется к счетчику. То есть вот со всего дома это все будет уходить вот туда. То есть это завод, вот сейчас ты показываешь. Что? Это завод, вот это. Вот это завод, да, вот это завели как бы вот те светильники, которые мы на навесе гаражном, да, показывали. Вот они у нас сюда пришли, мы их так прибрали. Потом ребята электрики приедут и под обрешеткой у нас все это пропустят, просверлят дырки в бревнах и уведут их в щитовую. То же самое все скорее будет и с радиаторами. То есть все отопление будет, вот они будут заводить, здесь проходить, соответственно, будет подниматься здесь, вешаться радиаторы, и вот все будет спрятано, короче, вот здесь. А сюда будут укладывать фанеру, а до фанеры, тоже такой, я думаю, многие люди это как бы понимают, что до фанеры нужно прочертить линию, ну, как бы, вернее, понять, какое у вас будет напольное покрытие. Там, допустим, если это у вас инженерная доска, либо массив, который 2 сантиметра, да, вы берете, прочерчиваете линию, выпиливаете штрабу, и когда вы примыкаете доску, вам не нужно здесь никакого плинтуса делать. Она у вас уходит в штрабу, в аккуратно пропиленную штрабу, ваша доска ушла. Оставили зазор от доски до бревна, там, 3 миллиметра, прогерметили его все, и у вас красиво. Если с плинтусом вы не сможете добиться чего-то хорошего, красивого, вот на примере даже вот с этого угла, да, если здесь просто половую доску, вот, допустим, у нас фанера положена, да, потом кладется инженерная доска, вот как вот здесь можно сделать плинтус? Вот она у нас попала в паз. Вы ничего хорошего здесь, ну, не сможете как бы придумать. Из-за этого лучше здесь вот фанера двушка, и после двушки там инженерная доска двушка. Берем, пилим штрабу под инженерную доску, то есть очертили, пропилили, и на фанеру уже, укладывая инженерную доску, запихиваете ее везде в паз. Паз повторяет контуры всей доски. И герметиком 2-3 миллиметровая щелка остается между инженерной доской и бревном. Герметиком это все сделали, и у вас красивое финишное покрытие. Ты про фанеру уже сейчас сказал? Нет, финишное покрытие — это инженерная доска. То есть вот мы уложили сюда фанеру и знаем, что у нас финишное покрытие, инженерная доска 2 сантиметра. Берем, причерчиваем и под эту инженерную доску делаем везде штрабу. Угу. Штрабу полноценную. То есть если у нас финишное покрытие 2 сантиметра, значит мы штрабу делаем 2,3, 2,5.
чтобы у нас доска, зайдя туда, не терлась об бревно, когда вы ходите, и чтобы амортизация была поверх с внешней стороны, ну вот отсюда, да, вы то, что пришло к вашему бревну, да, там должен быть еще герметик. Да, зазор, чтобы он отыгрывал как бы вот это вот все хождение, ничего не скрипело и все было очень красиво. И во всех вот таких рубленных домах мы так делаем, потому что опять же, если вот туда пойти, опять же про плинтус, вот вы здесь никак, то есть не сможете вот плинтусом закрыли, а как вот это затес, вы ничего хорошего не придумаете. А со штробой под чистовое покрытие вы легко здесь пропилили, доску приставили, у вас все красиво. Слушай, а по вентиляции что скажешь? А в доме или почему? Ну, да, я просто вижу, что здесь нет воздуховодов. С первого на второй там. Воздуховодов. Ну, по вентиляции. Вентиляцию везде делают в рубленных домах, в санузлах и в кухнях. Ну, последнее веяние, там как бы пошло такое, что стали ставить, помимо этого еще есть системы. Там... Просто я перебью, Леш, смотри, здесь получается же у нас минплита везде кругом, да, и поэтому для этого этажа, ну, это как бы актуально, да, вентиляция. То есть, если внизу есть много бревен, да, есть микроциркулирование, микропроветривание, вот это в пазах, там еще там, то есть, ну, там как бы есть воздух. То здесь вот много минплиты, и здесь желательно бы, чтобы что-то было, да? Ну, вот, ну, прежде всего вентиляцию делают от того, что воздух был как бы более чистый, да? То есть, либо забирает его, есть, я говорю, системы, которые подводятся к каждой комнате, ну, неважно, там, даже если в бревенчатом доме, даже в спальне делают. Ну, тут такое вот мнение, как бы... непонятное. Кому-то это нужно, кому-то и не нужно. Ну, в процессе можно будет пробить? В процессе можно будет ее сделать, но только в тех местах, где она запланирована. Если здесь ее сейчас не сделать, вот у нас есть зазор вот это, да, то есть там какие-то еще дальше... То есть заложить желательно сейчас, на стадии, когда еще нет пола. Да, но это если заказчик хочет. В основном... так окна, да, остаются. Да, в основном окна летом, весной, осенью. А зимой при хорошей вентиляции в кухне, в санузлах, здесь воздух, ну, тоже будет, ну, нормальным. Притом, как ты сказал, что есть всякие микрощельки в бревенчатых частях, и все равно воздух приток, он где-то как бы присутствует и воздуха. А ток, соответственно, вот вытяжки. А кто будет все доделывать-то потом, Леша? Ну, я надеюсь, что кто-то будет. У тебя знакомых нет там? Не, знакомые есть, которые хорошо делают, медленно, но хорошо делают. Там как бы не придерешься, то есть они тоже свои узлы продумывают. Вся напольная часть у нас по пирогу я рассказывал, то есть вот все диффузионные мембраны, они у нас тоже загерметизированы везде по всему периметру, полиуретановыми герметиками, по-моему, Солдал мы брали герметик фирму и везде как бы им делали, чтобы при ходьбе, когда там вот такое давление создается между фанерой и вот этой всей штукой, чтобы пыль не поднималась, и базальтовая пыль не поднималась, и любая другая. Здесь у Димы планируется перила. Вот так вот пойдут перила. Контур мы вот этот прервали, можно сказать, на середине бревна, но чуть даже как бы меньше, чем середина бревна, потому что мы не знаем, где здесь как бы балясины, ну, перила будет стоять, балясины, где это все будет стоять, мы не знаем. И думаем, что потом, когда уже у него будет четкое понимание, либо здесь прикрутится какая-то доска до фанеры, то есть, ну, утолщение, да, даст какое-то, то есть вот он как поймет. Если захочет туда, то, конечно, ну, уже так сложно будет сделать, чтобы с выносом за бревно. Ну и некрасиво будет, потому что все равно пол должен, вот, ну, на мой взгляд, то есть вот идет фанера у вас, и чтобы вот это вот место здесь закрыть, нужно какую-то доску, чтобы у нее угол, как это говорят, отрицательный был, что ли, да? Что если вы сюда вынесете вот этот пол, то вот это место вам надо будет причерчивать вот с этими всеми фигнюшками, вам будет это, ну, сложно и некрасиво. То есть доска будет нависать, ну, какая-то залипуха будет.
А здесь мы оставили, потому что вы вот так вот досочку положили декоративную, и все, вот вы как бы оконтурили ваш пол. По вот этим местам прохожим здесь уже все скорее при укладке фанеры. Здесь либо листы будут набираться определенной толщины, чтобы без порогов сделать. То есть все это в уровень лазером прострелено, все в уровень выведено. Вот, ну, как бы... Чего еще лучше? Чего еще лучше, да. И ты тут как бы заходишь такой: привет! Как рука. Сучок как рука. Да, как, ну да, как левая рука. Здороваться, что ли? Да. С духом дома? Да, это Дима будет заходить и так: привет, дай 5. Пятюню. Пятюню. Ну да. Что про ферму-то расскажи что-нибудь. Про ферму. Про ферму. Предполагается, ну и вообще как бы будет здесь висеть люстра. В центре вот этого бревна будет просверливаться отверстие прямо. Вернее, не прямо оно будет. Все скорее. Оно предполагалось, что будет прямо закладываться линза, туда будет металлическая гильза, вернее. Гильза металлическая будет туда закладываться. И, соответственно, провод ребята прокинут, рубщики, и потом электрики его куда-то выведут. Я уже про это говорил, что хорошая мысля приходит, а после. Да. Но по факту вышло, что этого никто не сделал, и теперь мы пойдем более сложным путем, ну, вернее, электрики пойдут. Они будут от торца вот этого бревна просверлиться вот в ту укосину наискось. Сверху той перемычки будет засверливаться много дырочек, там, фрезером или чем, или сверлом Фоснера. Укладывается кабель, и наискось будет просверливаться либо в эту сторону, либо в ту сторону, в укосину ферму. Короче, запрячут ее, да? Да, спускаться будет в стенку и потом в полы. Короче, будет более сложным путем это все делаться. Лучше все закладывать вот такие вещи как бы изначально, потому что потом это огромная проблема для Димы будет. Но, тем не менее, он это сделает, потому что здесь, ну, как бы просится просто большая, красивая люстра. Ну что, теперь... Балконная тема. Балконная тема. Балконная тема. Поднимаемся наверх. Над этой лестница в цоколь. В сауну. Вернее, в русскую. Сауна бильярдная. Да, сауну бильярдную. Так что у Димки присутствует здесь и в цоколе его место, как бы, ну, мужское такое. И в гараже его мастерская. Ой. В двух комнатах, вот в этой комнате и в противоположной, там балконы. Это у нас поддон. Ой. Все уже заговорился, устал. Это у нас балкон. Чтобы он нормально функционировал и чтобы вода не попадала на наши карнизы, вот это карнизы. Мы здесь, ну, еще как бы генеральную уборку не сделали, до этого руки сейчас не дошли, но при отъезде мы это все сделаем. Здесь нужно заложить сразу же пол с уклоном, то есть черновой пол сюда, либо из доски сделать, чтобы отток у нас был вот туда. На этот черновой пол положить поддон металлический, сделать его полностью на весь этот, на весь этот балкон. Вот. И уже сверху него, соответственно, сделать доски. То есть там постелить доску, либо фанеру, либо я не знаю, что, из чего он там как бы будет его делать. Но сам факт, что когда дождик сюда будет попадать, вода с него стекалась туда, а не текла. По поддону, короче, будет из-под пола она выходить, Да. и на крышу сливаться и по скату уходить. Да, будет по скату попадать в водосточную систему.
это тоже когда-то сделается, но вот на наш отъезд, что мы сделаем, это мы здесь диффузионной мембраной вот так наискось натянем, ну, диффузионку, чтобы дожди вот, короче, туда попадали, и вода вся стекала туда. И это нужно будет сделать, то есть Диме на 2 балконах. Вот этот балкон и с той стороны балкон у него тоже. Ну, вот скат, вот видишь, как выглядит, да? Да. Это, ты говоришь, под лиственницу, да, сделан? Да, он, во-первых, можно сказать, имеет хаотичный рисунок, то есть он не повторяется. Вот есть вот такие штуки, это как вот шинделины, вот видите, они разной ширины, вот есть там в 2, и это вот все так закладывается, как бы, ну, в разбежку, то есть швы смещены на пол листа, на 3-ю часть листа, все это смещено. Ну, так с виду так и не разберешь, из чего покрытие. Да, с виду многие тоже говорят, что непонятно, что это за материал, То ли дерево, то ли... то ли металл, но смотрится как бы Смотрится очень хорошо, богато. богато. Да, и черный цвет, это я всегда говорил, что темные цвета, они очень на рубленых домах красиво смотрятся. Ну, иногда люди бывают и зеленый, синий никогда не видел, чтобы как бы ставили, но тем не менее, может быть, и такие есть. Здесь то же самое, свет. Вот это обрешетка у нас под лиственницы, Шиндель. под шиндель, да. А кто делает? Шиндель делают. Шиндель делают ребята в Алтае. Делали раньше в Канске тоже, ну не знаю. Но мы вот последние годы как бы 2 раза как бы заказывали, покупали в Алтае. Хороший шиндель. Мы, правда, брали его кровельный, потому что он более широкий. Там плашки есть до 20. Если стеновой, то он от 9, по-моему, до 13. Ну, вот непосредственно у этих ребят. А мы брали кровельный, потому что он более, как бы, смотрите, красиво на больших площадях. Ну, вернее, с большим бревном. Даже так, наверное, можно сказать. У нас нигде нету соединения. Вот видите, вот бревно и вот каркас, ну, как бы балка, да, она у нас идет везде через клемалан. То есть у нас нету сухого соединения там или через герметик какой-то. Мы вот как бы любим клемалан и через него все делаем. То есть все соединения, там, я не знаю, внешние какие-то у нас, которые по крыше идут, мы укладываем всегда либо джут, ну, либо клемалан. Так, здесь у тебя тоже уже финиш, карнизы подшиты. Да, карниз. Камелек резной от Черкесова виден. Радовать глаз. И заказчика. электрика, подсветильники. Лобовая доска фигурная. Да, жалко, конечно, если посереет. Если посереет. Ну, Димка хотел ее вкрасить в серый цвет. А, ну тогда не страшно. Он хотел в графитовый цвет ее красить. А вот если мы отойдем к детской площадке, заснимем дом, то он, конечно, смотрится с лобовые доски, чтобы были какие-то светлые, либо белые, я не знаю, но вот с черной крышей будет смотреться. Но как бы хозяин хозяину как бы рознь, вот ему как бы кажется, что одному у нас наоборот понравилось, что белые карнизы коричневого кровля. Дима как бы сказал, что типа как в больнице. Но по факту увидим, как у него будет потом. Может быть, у него будет все-таки коричневая доска, и может быть, она на самом деле будет красиво смотреться. Цвет сруба, он все скорее будет красить его в, наверное, масло, как бы цвет кедр. Все скорее. Что-нибудь бесцветное, думаешь? Да, как Михаил Медведь-Щука. Угу. Наверное, что-то такое. Хотя, может быть, с каким-нибудь и с добавлением, там, не знаю, лессирующей какой-то краски, ну, краски или масла, либо, там, не знаю, лазури. Ну, пойдем в то крыло еще сходим вот туда. ну, пойдем. Пойдем туда. Это вторая детская, да, я так понимаю? Что? Это вторая, да. детская, Да. с балкончиком. Да.
Здесь тоже провод присутствует, который вот с той элки, с той крыши. Вот они его прокинули и вот здесь вывели. Он тоже загермечен. Ну а здесь получается у нас второй балкон. Весь тот же самый конструктив будет на этом балконе. Все то же самое будет. Так вот, что тут можно сказать? Что у нас вот здесь присутствует, как и там с той стороны, водосточная система. Ну то есть стояк такой вот сливной. С этой маленькой до низа крышей. еще не опускаешь, да, я туда? Да, ну, как бы здесь она чуть завышена, вот. Там у нас просто воронка, вот то крыло, оно как бы на себя вот так воду берет и стекается в нижнюю яндовую. И кровля у нас подходит к каркасу с таким загибом, но как везде у них технологично. Как бы технологически То есть делают. это специально, да, на перегиб, когда ты стыкуешь, уже подходишь к вертикальной стене, да? Да. Есть такие элементы. Да, да. Ну, это как отток, отвод воды, чтобы туда она не подтекала под каркас. И потом, когда шинделем будет прибивать, он создаст пирог в 3-4 сантиметра, соответственно, от кровли это зайдет, и уже непосредственно на него будет прибиваться уже планка примыкания. Но это тоже как заказчик захочет. Он может сделать планку примыкания и потом шинделем забить, но по качеству того, что снег будет лежать, он будет отсыревать. Если сделать шиндель на кровлю, он будет шиндель мочить. А если сделать после шинделя планку примыкания, то, соответственно, не будет мочить. Ну, короче, кто как выберет. Для красоты опять и как захочет. Но технически будет правильно на шиндель прибить планку примыкания. Вот так. А здесь вот у нас недоделана крыша, которую мы будем... Которую ты будешь один доделывать? Которую я буду один, да, доделать. У нас получается здесь водосточная система сделана. Вот, кстати, на ребро швеллера, вот это так мы как бы делали, потому что они семерки. Соответственно, их даже запиливая, как бы у них расстояние есть между диффузионной мембраной и самим швеллером, чтобы конденсат стекал по диффузионке. Все это посажено на торексы, на саморезы. Верхняя часть у нее есть упор, то есть она ложится на коньковое бревно стропильно-крайне, а вот нижняя часть она как бы висит на вот этом, на обрешетке и вот этом швеллере. Здесь будет один аэратор стоять вентиляционный, но его как бы достаточно будет на эту крышу. Может быть два, я не знаю, с этой стороны еще поставим. Ну вот. Аэратор для чего? Для вытяжки. Из-под кровельного? Да, из-под кровли. Если да. влага какая-то там. Да, да, да. Там у нас сетка рядом с водосточной системой. Ну, весь принцип, как бы там видно, темненькая такая. Угу. Вот, то есть там воздух у нас приток идет, здесь вытяжка. Но холодную крышу, как бы, много аэраторов смысла ставить нету. Либо коньковый аэратор делать, ну, в нашем случае мы просто кровельный аэратор поставим. Вот. И будет вытяжка здесь вытягивать. Тоже свет. Свет да свет. Большой карниз. Большой карниз, да. Ну вот, на этой ноте и закончим обзор нашего канатца, части кровли. Алексей нам подробно все рассказал, как мог. Подустали. Были кое-какие накладки технические. Вот. Завтра еще будем снимать. Как следует все тут облазю, поснимаю, какие-то крупники. Вот. Леша будет что-то делать завтра. Да. Тоже, может, еще подскажет какие-нибудь тонкости. Всем желаю примерно же таких же домов. Экономных. Бюджетных семейных канадцев. Заказчику желаю поскорее ввести в эксплуатацию.
Тут, в принципе, работы, ну, как бы есть, да, ну, так уже. Ну да. Напрячься осталось маленько. Не так много, да. Но основная работа, именно большая, она как бы уже проведена. Но остальное уже потихоньку можно сделать. И, в принципе, въехать в такое красивое здесь место у него. Недалеко как бы от города Москва. И Да, место таинственное. место таинственное. Тут русалки, водяные, дуб 300-летний. Золотой цепи только не хватает. Да, Ну, зато есть дом. это есть дом. Всем удачи. Всего хорошего. Пока.